Почему ты не ломаешь систему, а она ломает тебя? Ты не добился желаемого не потому, что ты слабый, а потому, что у тебя нет системы. У большинства людей нет проблемы с мотивацией. У них проблема с направлением. Мир навязал нам идею, что важен рывок. Но реальность проста. Побеждает не тот, кто прыгает выше. Побеждает тот, кто делает один шаг. Каждый день. Привычки – это программа, по которой ты живешь. Ты можешь быть гением. Но если твои привычки – мусор, твой потенциал утонет в хаосе. Хочешь изменить жизнь? Не меняй цели. Меняй поведение. Не надейся на мотивацию. Положись на систему. Это не магия. Это математика. Именно об этом атомные привычки. Во-первых, маленькие шаги сильнее силы воли. Ты думаешь, чтобы изменить жизнь, нужен радикальный поворот? Нет. Нужен микроскопический сдвиг. На 1%. Каждый день плюс 1%. Это как сложный процент в банке. Только банк – это твоя личность. И проценты начисляются на все, на здоровье, деньги, отношения, силу воли. Минус 1% каждый день, и через год ты сам не узнаешь, кем стал. Плюс 1%, и ты тоже себя не узнаешь. Но в лучшую сторону. Проблема не в том, что мы делаем ошибки, а в том, что мы повторяем плохие паттерны снова и снова. Секрет не в мотивации. Секрет в системе микроскопических побед. Пока другие скачут от цели к цели, ты просто строишь платформу. Тихо. Непрерывно. Точно. Это и есть атомные привычки. Ты не станешь другим, если не станешь другим. Ты хочешь результат. Но не хочешь стать тем, кто получает этот результат. Ты хочешь быть здоровым, но все еще человек, который иногда тренируется. Ты хочешь быть богатым, но в голове ты все еще тот, кто не умеет в деньги. Ты хочешь быть продуктивным, но думаешь о себе как о ленивом. Каждая привычка – это голос за твою личность. Каждое действие – это выбор, кем ты себя считаешь. Если ты каждый день выбираешь читать, рано или поздно мозг скажет «я читатель». А потом скажет «я человек, который учится». А потом «я лидер». Результат приходит не тогда, когда ты хочешь что-то сделать, а когда ты становишься тем, кто делает это естественно. Не я хочу писать, а я писатель. Не я пробую бегать, а я бегун. Ты – это не цели. Ты – это система. И она начинается с того, что ты о себе думаешь. Третье. У каждого действия есть триггер. Где твой? Ты не листаешь ленту просто так. Ты не заедаешь стресс случайно. Ты не откладываешь дела потому, что лень. Все начинается с триггера. Невидимого сигнала, который запускает поведение. Это может быть место, время, человек, эмоция, предмет или скука. Ты думаешь, что ты принимаешь решение. Но чаще всего это просто автоматизм, вызванный сигналом. Система привычки выглядит так: триггер, желание, действие, награда. И ты не можешь разрушить петлю, не осознав, с чего она начинается. Ты тянешься за телефоном, потому что мозг ищет дофамин. Ты ешь сладкое, потому что стресс. Ты откладываешь дело, потому что боишься не справиться. У каждой привычки есть корень. Найди его, и ты получишь контроль. Игнорируешь, остаешься на автопилоте. И автопилот всегда ведет к прежним результатам. Четвертое. Мозг любит ясность, дай ему ее. Мозг не любит абстракции. Он не умеет просто начать. Он не понимает, когда-нибудь займусь спортом. Он работает по сценарию. И чем он четче, тем быстрее ты действуешь. Вот почему первая формула победы звучит так: сделай привычку очевидной. Не просто читать больше,
а читать одну страницу перед сном, когда кладу телефон в ящик. Не начать бегать, а надеть кроссовки и выйти из квартиры каждый день в 8 утра. Среда – мощнейший инструмент. Окружи себя триггерами, и мозг сам начнет действовать. Поставь книгу на подушку, будешь читать. Прикрепи скакалку к ручке двери, будешь прыгать. Убери сладкое, перестанешь тянуться к нему. Поведение – это не характер. Это реакция на то, что тебя окружает. Хочешь изменить поведение? Измени среду. Сделай полезное очевидным. Сделай вредное невидимым. Номер 5. Почему ты не забываешь зубы, но забываешь цели? Ты чистишь зубы каждый день. Даже если нет настроения. Даже если устал. Почему? Потому что это ритуал, встроенный в жизнь. Он привязан ко времени и действию. Он стал системой. А теперь посмотри на свои цели. Ты хочешь делать зарядку, медитировать, читать, писать. Но у них нет места в твоем расписании. Они как гости, которые пришли без приглашения. Формула успеха – привязка к существующему ритуалу. Не в любой момент, а после чашки кофе – 2 минуты дыхания. После чистки зубов – 10 приседаний. После выключения будильника – открыть книгу на первой странице. Так ты не создаешь новые привычки. Ты встраиваешь их в уже работающие цепочки. И когда мозг понимает, после этого вот это, он перестает сопротивляться. Ты просто действуешь. Без борьбы. Без «надо». Без «потом». 6. Начни с 2 минут. Ты хочешь изменить жизнь, и начинаешь с максимума. Пробежка на 5 километров. Чтение часа на 3. Полный отказ от сладкого. Через 3 дня ты сгораешь. Знаешь, в чем секрет? Ты слишком много хочешь от себя, и слишком рано. Сила привычки не в размере, а в повторении. Джеймс Клир называет это 2-минутным правилом. Любую новую привычку нужно упростить до первых 2 минут. Не читать 30 страниц, а открыть книгу и прочитать первый абзац. Не писать статью, а достать блокнот и записать одну мысль. Не заниматься спортом час, а надеть форму и выйти из комнаты. Ты запускаешь петлю, микрошаг повторения, идентичность укрепления. Мозг не боится действия, если оно минимально. Он боится перегрузки и стресса. Делай проще. Делай меньше. Но делай каждый день. Это не слабость. Это стратегия победителей. 7. Сила окружения. Ты повторяешь то, что видишь. Ты – это не просто твои решения. Ты – это среда, в которой ты живешь. Сильный характер – это миф. Даже самые волевые люди падают в токсичной среде. И наоборот, в правильной среде даже слабые становятся сильными. Ты видишь, как другие едят фастфуд, и тянешься за ним. Ты слышишь, что все отдыхают, и откладываешь важное. Ты общаешься с теми, кто жалуется, и сам начинаешь ныть. Хочешь изменить свою жизнь? Спроси себя, кто вокруг тебя. Ты с людьми, которые читают, ты читаешь. Ты с теми, кто двигается вперед, ты тоже идешь. Ты с теми, кто строит, ты не разрушишь. Ты не железо. Ты губка. Ты впитываешь то, что рядом. Выбирая окружение, как выбираешь топливо для двигателя. Потому что оно определяет, как далеко ты уедешь. 8. Сделай это легко, иначе мозг проигнорирует. Люди думают, если сложно, значит полезно. Нет. Это ложь. Чем сложнее привычка, тем меньше шансов, что ты ее продолжишь. Мозг выбирает легкое. Мозг обожает быстрое. Мозг влюблен в удобное. Вот почему Джеймс Клир говорит: сделай привычку легкой. Убери трение. Хочешь пить больше воды?
Поставь бутылку на стол. Хочешь меньше есть вредного? Не держи это дома. Хочешь бегать? Приготовь форму с вечера. Чем меньше действий между тобой и привычкой, тем больше шансов, что она станет автоматической. Убери лишние шаги. Сократи дорогу. Автоматизируй. Повтори. Закрепи. Ты не побеждаешь сложностью. Ты побеждаешь простотой. Привычка 9. Делай приятно, мозг это любит. Мы делаем не то, что полезно. Мы делаем то, что приятно. Именно поэтому ты берешь телефон, а не книгу. Скроллишь ленту, а не двигаешься вперед. Мозг выбирает удовольствие. Автоматически. А теперь внимание. Хочешь внедрить новую привычку? Сделай ее приятной. Немедленно. Прочитал страницу, включи любимую песню. Позанимался спортом, выпей вкусный смузи. Сел за работу, поставь галочку в чек-листе и почувствуй кайф. Это называется внутреннее подкрепление. Если мозг получает удовольствие сразу, он запоминает «это хорошо», ты создаешь эмоциональную ассоциацию. И с каждым повторением цепочка усиливается. Вот почему привычки приживаются быстрее, если за ними позитив. Даже минимальный. Награда не должна быть огромной. Она должна быть своевременной. Сделай приятно, и мозг сам попросит повторить. 10. Вознаграждение важнее результата. Ты можешь выложиться на максимум, но если в конце нет удовлетворения, мозг больше не захочет это повторять. Вот почему многие сдаются после первой попытки, они сделали полезное, но не почувствовали отдачи. Запомни, мозг закрепляет не действие, а чувство после действий. Ты сел на диету, но чувствуешь себя несчастным, срыв гарантирован. Начал вставать в 5 утра, но день стал серым, привычка не закрепится. Прочел книгу, но не понял, зачем, не будет повтора. Что делать? Создай награду. Осмысленную. Личную. Желанную. Похвали себя. Отметь в трекере. Поговори об этом с другом. Сделай фото прогресса. Визуализируй победу. Ты учишь мозг, это стоит усилий точка. И тогда он будет делать это снова и снова. 11. Как избавиться от плохих привычек? Ты хочешь избавиться от привычки, но продолжаешь ее повторять. Почему? Потому что она удобная, быстрая и дает дофамин. А ты пытаешься бороться с ней волей. Это не работает. Вот рабочая схема от Клира. Сделай вредную привычку неудобной, незаметной, непривлекательной. Хочешь меньше сидеть в телефоне? Удали соцсети. Убери иконки. Поставь таймер. Меньше есть вредного. Не покупай. Не храни. Не держи на всякий случай. Меньше откладывать. Создай внешнее давление. Расскажи друзьям. Сделай ставку. Плохие привычки выживают, когда они доступны и приятны. Лиши их этого, и они умрут от голода. Ты не обязан бороться. Ты обязан переиграть. Игра – это среда, и ты ее архитектор. 12. Ты не обязан быть идеальным. Ты обязан быть стабильным. Ты не робот. Ты не сможешь делать все идеально, каждый день, без сбоев. И в этом нет ничего страшного. Стабильность важнее совершенства. Пропустил день. Вернись на следующий. Сделал не идеально. Главное, что сделал. Упал. Поднялся. Это и есть путь. Многие сдаются из-за одного сбоя. Мол, сорвался, значит не получилось. Но привычка – это не один день. Это тренд. Это серия повторений, а не разовый провал. Джеймс Клир говорит, никогда не пропускай 2 раза подряд. Пропуск – это случайность, 2 пропуска
это уже новая привычка. Ты можешь ошибаться. Ты можешь замедлиться. Но ты не имеешь права останавливаться. Потому что выигрывает не тот, кто начал мощно, а тот, кто продолжил, несмотря ни на что. 13-я привычка. Как измерить прогресс, если результат не сразу? Ты начал менять привычки. Прошла неделя. Месяц. А ничего не видно. Вес не ушел. Деньги не прибавились. Прорыва нет. Ты думаешь, это не работает. Но ты ошибаешься. Ты в плато скрытого роста. Как вода, которую нагревают до 99 градусов, и ничего. А потом бах! Кипение. 1 градус, и все меняется. Вот почему важно вести учет. Отмечать каждый микрошаг. Фиксировать каждый прогресс. Даже если он кажется маленьким. Прочел 3 страницы, запиши. Отказался от шоколадки, зафиксируй. Сделал зарядку 5 минут, отметь. Ты программируешь мозг на победу. Ты создаешь доказательства, я иду вперед. Без учета мозг забывает, насколько ты вырос. С учетом ты видишь путь. И именно это дает силу продолжать. 14. Самое главное – не прерывать цепочку. Когда ты повторяешь действия изо дня в день, ты создаешь цепочку привычки. 1 день, 2, 3, и вот уже мозг сам требует повторения. Ты больше не думаешь. Ты просто действуешь. И вот что говорит Клир: главная цель – не прерывать цепочку. Отмечай каждый день, когда сделал шаг. Используй трекер привычек, календарь, бумагу, неважно. Главное – визуально видеть прогресс. Мозгу важно не только делать. Мозгу важно видеть, что он молодец. Каждая галочка – как кликер для дофамина. Да, я снова это сделал. Точка. И это наркотик успеха. Если пропустил, не кори себя. Просто вернись. Продолжи. Восстанови ритм. И двигайся дальше. Привычки – это не марафон, это серия шагов, которые ты делаешь снова и снова. 15-я привычка. Кто ты в своей голове, тот ты и в жизни. Ты хочешь изменить свою жизнь? Тогда начни не с действий. Начни с идентичности. Большинство говорят: я хочу бросить курить. Точка. Я хочу начать бегать. Точка. Я хочу читать больше. Точка. Но это не работает. Потому что внутри ты все еще не тот человек, кем хочешь быть. Ты не бросаешь курить. Ты становишься некурящим. Ты не читаешь больше. Ты становишься читателем. Ты не худеешь. Ты становишься человеком, который заботится о теле. Джеймс Клир утверждает: каждое повторение – это голос за твою новую идентичность. Точка. Ты выбираешь, кем быть. И каждый микрошаг укрепляет эту роль. Ты не делаешь. Ты становишься. 16. Ваша идентичность – это самая сильная привычка. Привычка – это не просто поведение. Это доказательство твоей личности. Ты не ведешь дневник. Ты – человек, который размышляет. Ты не просто откладываешь деньги. Ты – человек, который думает на 10 лет вперед. Ты не просто учишься. Ты – вечный ученик. Вот в чем сила. Не в усилиях, а в новой версии себя. Когда ты веришь, я не пропускаю. Я всегда выбираю лучшее. Я не сдаюсь. Точка. Ты действуешь иначе. Мир реагирует иначе. Ты живешь иначе. Привычка – это зеркало. Оно показывает, кто ты стал. И ты можешь стать кем угодно. И запомни, все меняется с одного шага. Ты прослушал несколько минут. Ты получил всю суть атомных привычек. Теперь главное – не закрыть и забыть. Главное – начать.
Не с понедельника. Не с завтрашнего утра. Сейчас. Выбери одну микропривычку. Настрой окружение. Упростить действие до 2 минут. Отметь в трекере. Повтори завтра. Потом еще. Ты создаешь не привычку. Ты создаешь себя. И через 30 дней ты не узнаешь себя. А через год тебя не узнают другие. Это был Код денег. Если было полезно, проинвестируй лайк, поделись с другом и подпишись. Мы продолжаем. Идем дальше, глубже, сильнее, выше.